Привет! Сегодня мы рассмотрим все возможности платы ESP32, сравним ее с конкурентами и напишем пару скетчей. ESP32, как и ESP8266, это детище китайской компании Espressif. Если зайти к ним на сайт, то мы увидим все линейки выпускаемой ими продукции. На данный момент это старый ESP8266, обычная ESP32 и линейки ESP32HCS. Давайте коротко поговорим, что это за процессоры ESP32 с непонятными буквами в конце и чем они отличаются от обычной ESP32. Новейшая серия ESP32H, хоть и не отличается большими объемами памяти и высокими частотами, но зато поддерживает Bluetooth 5.0, низкое энергопотребление, шифрование и поддержку протоколов Thread и Zigbee, которые предназначены для создания беспроводных сетей между устройствами в системах наподобие умного дома. Соответственно, и позиционируется данная серия как лучшее решение для создания умных устройств в вашем умном доме. ESP32C, как говорит производитель, это улучшенная версия ESP8266, недорогой и энергоэффективный. Самое то, чтобы создать на его базе умную розетку, умный светильник или любое другое умное устройство. В общем, ничего интересного, не считая чипа C6. Он поддерживает те же протоколы Thread и Zigbee, Bluetooth 5 версии, как и в серии H, а также Wi-Fi аж 6 версии. Серия S имеет процессор нового поколения, кучу средств защиты и шифрования, новые протоколы, а также Bluetooth 5 версии, по крайней мере последний чип, в первом Bluetooth вообще нет. В целом, если сравнивать перечисленные серии с обычным ESP32, то да, где-то есть поддержка новых протоколов передачи данных, Bluetooth 5 версии, Wi-Fi 6, Thread, Zigbee и так далее. Однако, если мы выбираем микроконтроллер для обычных самоделок, то классический ESP32 будет лучшим выбором. Продается на каждом углу, стоит недорого, да еще и поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Пусть здесь и применяются устаревшие протоколы передачи данных, но имеющихся ресурсов нам хватит с головой для любой нашей самоделки. Вам может хватить и самого обычного ESP8266, хотя у него нет Bluetooth и других интересных фишек, но для простого проекта, где просто нужно вывести устройство в сеть, это лучший вариант, да еще за сущие копейки. Итак, продолжим. У самого чипа ESP32 есть несколько моделей. Тут могут отличаться размеры, объем встроенной флеш-памяти или количество ядер. Но в основной массе моделей установлен самый первый чип ESP32 с двумя ядрами, 0 МБ встроенной флеш-памяти и большим размером. Идем дальше. У модуля ESP32 тоже большое количество вариаций. Если учитывать как официальные от Espressif, так и модули других производителей, то у нас насчитывается около 30 разных вариантов. Где-то используется другой материал, по-другому сделана антенна, напаяна дополнительная память и так далее. Но опять же, если вы пойдете на AliExpress или отечественный Marketplace, то в основном вы встретите платы с модулем ESP32 в Room32. Как и в случае с чипом, это самый первый модуль, который вышел в серийное производство. И, как вы могли догадаться, на ней установлен самый первый серийный чип. Лично я купил отладочную плату с этим модулем и USB UART преобразователем CH340, который установлен и на большей части Arduino. Вести сравнение мы будем, опираясь на характеристики именно этого модуля ESP32 в Room32. Теперь давайте сравним возможности и характеристики ESP32 с его ближайшим конкурентом за звание народного микроконтроллера. Вести сравнение с Arduino в данном случае, я думаю, не стоит, так как и так понятно, что ESP выиграет по большей части характеристик. Bluetooth. Начнем с самого интересного. Поддержка Bluetooth. В случае ESP8266 все просто, его здесь нет. На ESP32 у нас имеется Bluetooth версии 4.2 с поддержкой режимов BR и DR. Если кратко, то BR – это основной режим передачи данных по Bluetooth с небольшой скоростью в 1 мегабит в секунду. Хоть у него и небольшая скорость, но зато он обеспечивает надежное соединение без задержек. В режиме EDR скорость возрастает до 3 мегабит в секунду, а энергоэффективность улучшается. Режим выбирается исходя из того, как быстро и какие данные нам нужно передать. Если наш микроконтроллер будет передавать какие-нибудь управляющие команды по Bluetooth, то лучше воспользоваться обычным BR. В данном случае нам важна именно надежность данного режима. А вот если мы передаем какие-то файлы или аудиоданные, то тут EDR наш лучший друг. Все пройдет быстро и с небольшими потерями энергии.
Также у ESP32 есть поддержка BLE. Это технология, которая позволяет обеспечивать низкое энергопотребление. Она нам понадобится в разработке небольших устройств, работающих от аккумулятора. Цифроаналоговый преобразователь. Другое очень интересное новшество – цифроаналоговый преобразователь. ESP32 может выдавать не только какой-нибудь там шим, а настоящий аналоговый сигнал. С помощью ЦАП плата, к примеру, может генерировать аудиосигнал. А если его немного усилить, то ESP32 даже сможет вывести звук на динамики. Wi-Fi. Касательно Wi-Fi, у ESP32 тоже есть чем немного похвастаться. Плата поддерживает те же старые протоколы BGN с частотой 2,4 ГГц, но бонусом поддерживает два режима работы касательно ширины канала – 20 МГц и 40 МГц. 8266 поддерживает только 20 МГц. Так что, если поблизости немного передающих устройств, то вырубаем HT40 и быстро передаем данные. Если же вокруг нам мешает, то переходим на HT20 и передаем хоть не так быстро, но без ошибок. Заявленная максимальная скорость в данных режимах 75 и 150 Мбит в секунду соответственно. Естественно, при использовании протокола N. Ну и все остальное. Среди других отличительных особенностей ESP32 можно также выделить поддержку стандартно CAN, датчик холла, датчик температуры чипа, подключение сенсорных датчиков до 10 штук и поддержку интерфейса Ethernet MAC. Теперь быстро пройдемся по другим характеристикам. У ESP32 два ядра вместо одного. Одно занимается связью платы с внешним миром, а другое выполняет загруженную программу. В 2 раза выше максимальная частота работы. 2 12-разрядных АЦП на 18 каналов, против одного 10-разрядного на 1 канал. 36 выводов GPIO вместо 17, 2 I2C интерфейса вместо одного. 2 SPI интерфейса вместо одного. В 2 раза больше шим-каналов, еще и один физический. Больший объем памяти, поддержка шифрования и много иных преимуществ. Как вы понимаете, ESP32 полностью выигрывает по всем характеристикам у 8266. Конечно, перед приобретением подобной платы под конкретный проект стоит оценить, будете ли вы вообще пользоваться данными преимуществами. Чтобы запрограммировать ESP32 в Arduino IDE, нам нужно выполнить следующие шаги. В верхнем меню переходим в файл, параметры и вставляем дополнительную ссылку для менеджера плат. Если у вас здесь уже указана какая-то ссылка, то ставим запятую и вставляем данную. Она будет в описании. Далее переходим в менеджер плат и в строке поиска пишем ESP32. Среди найденных выбираем пакет под названием ESP32 за издательством Espressif Systems. Теперь нам остается подождать, пока все необходимое загрузится, и перезапустить Arduino IDE. Выбираем ESP32 Dev модуль и порт, к которому подключена плата. Для примера давайте загрузим на плату какой-нибудь скетч из готовых примеров. Перейдем в раздел Wi-Fi и выберем скетч Wi-Fi Scan, который сканирует точки доступа Wi-Fi. Уставляем скорость в мониторинге порта на 115200 бот. После чего увидим список из доступных точек доступа, который обновляется каждые 5 секунд. Также для ESP32 есть интересный скетч для создания Wi-Fi снифера. Он, к примеру, позволяет видеть MAC-адреса устройств поблизости, которые обмениваются данными. Ссылку на данный скетч оставлю в описании. Как я говорил ранее, у ESP32 есть встроенный датчик температуры чипа. Температуру окружающей среды измерить не получится, но в некоторых случаях можно проконтролировать температуру чипа, чтобы его не сжечь. Напоследок рассмотрим еще один скетч, который сканирует устройства, доступные для подключения по Bluetooth. Переходим в файл, примеры, Bluetooth Serial и выбираем скетч BT Classic Device Discovery. Теперь в мониторе порта можно увидеть список данных устройств. В будущих видео мы еще ближе рассмотрим функционал данной платы ESP32 и создадим несколько интересных проектов на ее основе. Если у вас уже есть опыт использования ESP32, напишите о нем в комментариях. А пока на этом все. Пока!